Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре китаец, 3-го левела, обычная проходная ветка, Чиха, или полное название Type 2597, легкий тунчик. Вот сегодня у нас полноценный обзор, гайд по этой машине, насколько он комфортен в песке, насколько он востребован и получите ли вы удовольствие, не проходя эту ветку сначала, если эту ветку вообще не качали, например, спуститься там со старших левелов поиграть, да, метовый это танк, имба или нет, все мы сегодня разберем. И уже предлагаю по сложившейся традиции пойти сначала посмотреть бронирование Чиха. Идем. Итак, быстро смотрим броню, быстро сейчас поймете почему. Это все-таки уже не второй, а третий левел. Вот, нижняя часть корпуса 28,3, ВЛД 28,3, вот здесь 14, подбашенная рубка люк-мехода там в районе 25-30. Вот, маска орудия 30, 28 башни, люк наверху 15, боковая броня 25. От боковой брони, от борта играя, можно что-то вытанковывать, вы это сразу запоминаете. Это единственное, на что он может. Но он, конечно, будет подставлять щеку, вот эту, да, подбашенной рубки. И туда он легко убивается, да и в башню, на самом-то деле. В корпус что-то держит. По передней части вас не будут пробивать вторые, третьи левел на обычных пулеметных снарядах. Одиночные пушки вас пробивают в любую проекцию. Брони нет. ЛТХ. Так, с броней разобрались, брони нет. Давайте поглядим основные модули. Нам предлагается тут целых 3 пушки. Эти нас вообще никак не интересуют. Но вы на них, естественно, конечно, в песке можете играть, да, чтобы набрать опыта и выкачать дальше башню пушку. Нас интересует вот эта пушка 4-го уровня, хоть танк у нас третьего уровня. Давайте глянем. 70 альфа, 81 пробитие на основном, вот 130 на голде. Заряжается пушка комфортные 3 секунды, 0,44 разброс, а вот время сведения достаточно долгое, 2,3 секунды на стоке. Вот. Но в любом случае это лучше, чем пушки 2-го уровня. Башню вам все равно придется прокачивать, ибо поставить топовую пушку. По всем этим модулям однозначно качать. Кто не качает, тот лох. Шучу. Нет. Ну, потому что, смотрите, здесь у нас дальность связи 550, здесь у нас дальность связи 350 плюс 200 метров. Ребята, по вашему засвету будут носить урон, рация здесь вам будет помогать. Либо вы, наоборот, по чужому засвету будете видеть танки в обзоре. Вот, по двигателю, безусловно, 170 лошадей. Здесь у нас 240. Это вам даст где-то примерно 20 с лишним процентов подвижности вашего танка. Ну и на месте вы будете крутиться, выкачите топовую ходовую. Здесь у нас 32 градуса в секунду поворот, а здесь 30 плюс 2 градуса лишним не будет. Вот, это касаемо основных модулей. Теперь по оборудованию. Здесь все стандартно, дефолт. В песке на 3-х левелах ставим турбину, ставим просветленку. Все, другое ничего вам не нужно. Турбина вам даст лучшую подвижность. А танк, кстати, обладает хреновой подвижностью. Это мы сейчас с вами далее посмотрим, да. Обязательно турбина. Ну и просветленка, ну, будете видеть врагов, в конце концов, по вашему засвету будут наносить урон, будет вам идти ассист. Экипаж здесь у нас 4 члена экипажа. Вот. Первым перком командиру лампу, всем остальным ремонт. Вторым перком всем боевой братство дальше качать, как показано в таблице. По снарядам. Основной снаряд у нас здесь ББХ. Вот. Скорость полета 810, не такая уж быстрая ББХ, поэтому по подвижным целям нужно брать упреждение, нужно привыкать к этому типу снаряда. Вот. Голда здесь такая же, как и ББХ, хоть и дорогая, но летит также. Преимущество только в бронепробитии, а вот скорость полета полный кусок дерьма. Да, в этом танке голда летит так же, как основной снаряд, и это плохо. По снаряжению стандартный комплект ремка-аптечка. Теперь по поводу, так, УВН сразу смотрим, минус 15. Вот что не отнять у этого танка, так это УВН. И на рельефных картах, конечно, можно высовываться и играть от башни. Но толку-то какого, у нас брони нету. Удобно, минус 15, но брони-то в башне нету. Как только вы покажете свой, так сказать, головеху, вас тут и в маску, и в щеки, и в лючок пробивает.
Это тоже нужно помнить. По ХП у нас 425, и как для легкого танка на 3 уровне, кстати, это неплохое количество запаса прочности. По мобильности здесь вот как раз все плохо, почему однозначно надо ставить турбину. У нас 44 вперед, и это уже с турбиной, так бы было 40. 17 назад было бы 15. И самое, опять же, больное место, это 16 лошадей на тонну. Удельная мощность, что не позволяет даже вот эту максимальную скорость 44 больно-то резво набирать. Поэтому, ну, подвижностью не сказать, что прям совсем-то убогая, да. Есть такие танки там на 3-м и даже 2-х левелах, которые ползают в районе 25. Нет, это не то. Но это ЛТХ, вот на войну смотрим. Это элитный легкий танк. Элитный легкий танк, да. Но легкий, но не едет. Вот, странно, нет брони и не едет. Как всегда, странное сочетание. Танк высокий и танк огромный. Поэтому по незаметности здесь не все самым лучшим прям образом, но она присутствует. По обзору 328 метров, у меня штраф 35 метров. Так было бы там 363, да, потому что командир не переобучен на 100% на эту машину. Давайте по плюсам и минусам этого танка. Сначала минусы. По минусам однозначно отсутствие брони, но при всем при этом мы можем танковать что-то от борта. Конечно, нас будут пробивать в башню и в щеку подбашенные рубки, но от корпуса будет что-то да отскакивать. Это минус. Второй минус относительно пушки. Пушка достаточно некомфортная. Я не скажу прям долго, некомфортно сводится. Вот, что мешает активной стрельбе. Это опять же к минусу. К минусу мы относим абсолютно смело подвижность данной машины. У нас нет брони, соответственно танк легкий. Но у нас и нету скорости ни максималки, ни удельной. Соответственно, ездит он достаточно медленно. Вы на 2-х, 3-х левелах, да, в песке, вы на этом танке просто не угонитесь за противником. Я думаю, мы прокатимся в бою, вы сами все это сейчас скоро увидите, да. Дальше. А что дальше? А дальше, в принципе, по обзору это плюсы с нормальный экипаж прокачан. Забыл еще минус по незаметности. Танк большой, вас будут пересвечивать. Вот. Ну и по пушке плюс, ну, нормальная КД, достаточно меняем, неплохая точность орудия, да. Вот. Хорошая УВН, но связка с отсутствием брони ничем нам УВН не помогает. Поэтому предлагаю уже отправляться в бой, пощупать за рычаги, подергать, посмотреть, что это за тачка в современном режиме. Погнали. Так, попали на Энск. Ух. Так, обзор боем ЧХ. Вот. 3-го левела. Китаец у нас. Сейчас мы его боем проверим. Сейчас Т-29, там Д-2, Т-29, крузер. Сейчас мы все проверим. Че за танк-то, да? За мной! Так, ну подвижность неплохая, не хорошая, средняя. Больше к говну ближе. Стаб дерьмо. Да. Будет больше мишеней. Блин, тайна, это плохо. Враг уже близко. Вот. Получи! Аккуратненько так. Ну, блин, все перекрыл, идиот. Я сейчас убью. Дроны на подходе. Так. Так, нет, едем назад, нас окружает. Негодяи.
Нас окружают. Враг уже близко. Это мне нравится. Так, хорошо. Там ПЗ-1С, конечно, лютая имба, но сейчас мы не доедем. Такая вот подвижность. Пока едешь к ПЗ, он уже уехал на другой фланг. Танки. Враги повсюду. Хорошо пошло. Получи. Так, Этому конец. разобрались. ПЦМ пак, конечно, лютый там. Ну вот такой вот танчик, господа. Подвижности не хватает. В песке эта подвижность рулис. Вывел его из строя. Миленько. Все. Так, Т-29 где-то имба. Ну, 500 настрелять. Да, идем. Оп. Держу цель. Почти все ушло. Гонщик. Мотогонщик. Ну, как его догнать? Близко. Меня. 549-46 мало настреляли. Тому виной, что я начал гоняться за танками и начал кататься в округе, менять фланги. От этого, естественно, количество урона я меньше нанес. Но и подвижность, чтобы гоняться, на нем не хватает. Вот. Танк 100% не метовый, какой-то получать на нем супер удовольствие не получится, поэтому там спускаться со старших левелов и играть на этой машине в песке, ну такое себе сомнительное удовольствие. Вот, ребят, пишите свои комментарии, как вам этот агрегат, какой вы используете на нем оборудование. Мне лично он прям, скажем так, не сильно понравился. Вот, скатал на нем все 4 боя на этом аккаунте. Вот, и ну, такое. Вот, подписывайтесь на канал, ставьте ваши танковые жирные лайкосы, приходите ко мне на обзоры. Вот. А я считаю, что этот танк не заслуживает моего одобрения, вот, чтобы на нем получать удовольствие в песке. Вот, 100% не получите, подвижности нет. Да и плюс одиночная пушка лучше, ну пулеметный какой-нибудь, шучу, ладно, нет. Вот. Китаец, короче, не проявил себя в моих глазах. Все, давайте, пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.